Всем привет, друзья! Гуру Кинотопов снова с вами, и сегодня у нас любимая рубрика зрителей моего канала. Новинки, вышедшие в хорошем качестве. Как всегда, оперативно, лаконично, а главное интересно. Мы стараемся для вас, друзья, чтобы вместе с вами изучать удивительный мир кино. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, и уверяю вас, вы не пропустите ни одной достойной новинки. Даже о новинках игрового мира мы в курсе. К примеру, не так давно вышла новая альтернативная версия легендарной линейки Lineage 2 Essence. Эта онлайн-вселенная уже завоевала игровую индустрию, но не собирается останавливаться. Новая версия Essence предназначена для более взрослой аудитории, у которой не так много свободного времени. А значит, прокачка и высокие уровни даются теперь быстрее, например, благодаря автоматической охоте. Теперь ваш персонаж будет самостоятельно убивать монстров. Помимо фарма, раскачек и PvE контента, множество игроков все так же устраивают грандиозные дуэли в PvP. Никуда не делись и сражения с теми, кто из-под тишка в любой момент могут на тебя напасть. Вообще, в Essence есть чем заняться любителям сражений. Рейды на эпических боссов, масштабные осады замков, битвы на Олимпиаде за звание героя в своем классе, охота в межсеверных зонах и многое другое. Не так давно подкатило еще и глобальное обновление с новой расой – сильфы. Не смотрите на их детскую внешность, за ней скрывается сила древних драконов и сокрушительная мощь стихии ветра. Эти проныры – первый класс в Lineage, которые используют огнестрел, а их скиллы имеют необычную механику, бафают друзей и ослабляют врагов. Всего же в Essence 36 классов, и за каждый из них можно комфортно играть соло. В общем, если вы еще не знакомы с легендарной Lineage 2, то сейчас самое время попробовать. А если ранее рубились в линейку, то непременно стоит оценить новую версию Essence. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании и получите после первого входа в игру 20 свитков на плюс 50 к опыту и модную золотую шляпу, быстрейший телепорт в город. Поспешите, бонусы доступны до конца марта. Долгожданная экранизация одноименной видеоигры наконец в качестве и уже ждет вашего просмотра. Охотник на монстров. Согласно сюжету, параллельно нашему миру существует иной мир, где обитают опасные монстры самых разнообразных мастей. Именно сюда через пространственный портал попадает лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. Чтобы выжить, Артемис объединяет силы с таинственным охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с чудовищами. Если мы можем попасть в их мир, то и они в наш могут. Боже. Южнокорейский кинематограф определенно наступает на пятки Голливуду. Масштабная приключенческая фантастика, космические чистильщики. 2092 год. Команда космического мусороуборочного корабля «Победа» бороздит просторы вселенной. Красавица-капитан, вечный нищеброд, матерый космонавт и умный робот. Однажды герои находят с виду безобидного, человекоподобного робота-ребенка, который, как выясняется, является оружием массового поражения. Наши герои решают извлечь из ситуации выгоду, но попадают в большие неприятности. Неспешный и весьма атмосферный детективный триллер в духе старых добрых 90-х. «Дьявол в деталях» поведает о бывшем следователе Джо Диконе, который отправляется в Лос-Анджелес по мелкому поручению, но вскоре оказывается на месте преступления, где обнаруживают улику, ведущую к старому нераскрытому делу о серийном убийце. Местный следователь Джим Бакстер наслышан о великом Диконе и неофициально обращается к нему за помощью. Два детектива, преданные своему делу, сделают все возможное, чтобы найти неуловимого маньяка. Убийца акула. Остановится, умрет. Любит водить. Неплохая машина, может, две. С большим пробегом. Что, понравилась моя машина? Ну да. Багажник большой. Багажник большой?
Весьма кровавая и необычная, но до чего же занятная лента «Чертов ад» поведает о бывшем военном, который оказывается в банке в момент ограбления и решает погеройствовать, в результате чего гибнет сотрудница. Мужчине дают 8 лет тюрьмы, а когда он выходит, то решает уехать подальше от неприятных воспоминаний и отправляется наугад в Финляндию. Но и казалось бы в мирной скандинавской стране главный герой находит себе проблемы, причем сходу. Его насильно увозит к себе чокнутая финская семья, промышляющая крайне сомнительными делами. Вам добро пожаловать в рай. Испанские триллеры давно зарекомендовали себя как одни из лучших в этом жанре. И вот еще один, ниже нуля. Мартин всю свою жизнь посвятил борьбе с преступностью, и вот очередное, казалось бы, рядовое задание – перевозка заключенных. Поначалу все шло хорошо, однако в какой-то момент на конвой совершается нападение. Главный герой успевает забаррикадироваться в фургоне вместе с заключенными, а нападавшие тем временем требуют выдать одного из преступников, и они готовы убить их всех, если требование не будет выполнено. Говорил же, что мы встретимся снова. Откройте дверь! Кто эти люди? Неспешный и мрачный мистический триллер «Пустой человек» расскажет, как в 95-м году, путешествуя по горам, 4 туристов сталкиваются с некой сверхъестественной сущностью, в результате чего судьба у них складывается не лучшим образом. Уже в 2018 году в Миссури начинают исчезать подростки. Согласно городской легенде, это дело рук некой потусторонней сущности по имени Пустой человек. Бывший полицейский Джеймс пытается вести расследование и наталкивается на тайный орден, члены которого пытаются призвать в наш мир то самое нечто. Если ты находишься на мосту и найдешь бутылку, подуй в нее. И подумай о пустом человеке. Первую же ночь ты его услышишь, а на вторую ночь ты его увидишь. А на третью ночь? Ну а на третью ночь он найдет тебя. Основанная на реальных событиях, очень легкая, приятная и вдохновляющая лента. Невероятная история острова Росс. По ее сюжету в 1967 году инженер-идеалист Джорджио Роза, находясь в международных водах недалеко от побережья Италии, сооружает там искусственный остров и объявляет его независимым государством. Туда, разумеется, сразу же ринулись толпы туристов. Вот только самостоятельность Джорджио приводит к серьезному конфликту с итальянскими властями, в результате чего амбициозный проект инженера оказывается под угрозой. Один парнишка вместе с друзьями построил остров и объявил его независимым. Я что-то не понял. Повтори. Добро пожаловать на наш остров Росс! Вполне неплохой психологический триллер «Девушка, которая боялась дождя» поведает о Рейн, старшекласснице, страдающей острой шизофренией. После очередного обострения она пытается вернуться к нормальной жизни, но школьные друзья отворачиваются от нее, зато Рейн знакомится с новым одноклассником Калибом. Пока девушка мучительно воюет с болезнью, пытаясь отличить галлюцинации от реальности, она начинает подозревать, что ее соседка, учительница мисс МакКоннелли, похитила и удерживает маленькую девочку. А не может быть, что ты таким образом проецируешь собственный страх? А если бы там была я? Душевная и добрая драма о жизненных ценностях «Палмер» расскажет, как, получив условно-досрочное, Эдди Палмер возвращается в родной городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Он устраивается на работу школьным уборщиком, а в это время его бабушка Вивиан начинает присматривать за Сэмом, маленьким соседским ребенком из неблагополучной семьи. Постепенно, сам того не желая, Палмер начинает принимать участие в заботе о ребенке, и со временем у бывшего заключенного появляется настоящая цель в его, казалось бы, пустой жизни. Эй! Что? Тебе что, приключений на задницу мало, да? Палмер! Я не смогу оставить этого мальца.
И я его не оставлю. Фильмы об охоте на людей где-то в глубинах дремучих лесов тоже можно вынести в отдельный жанр кинематографа. В общем, серенький волчок. Джефф с женой и 12-летней дочерью живет в лесном домике. Семейство зарабатывает продажей шкурок, но в последнее время сводить концы с концами становится все труднее. Плюс ко всему в окрестностях завелся опасный волк. Джефф решает разобраться с ним и отправляется на охоту. Там, в глубинах леса, он находит связанные мертвые тела и решает лично выследить и поймать маньяка. Легкая и довольно забавная фэнтези-комедия, бывшая с того света, поведает о Чарльзе Койдомане, романисте, переживающем глубокий творческий кризис. Он хочет провести спиритический сеанс и подчеркнуть из него идеи для своего нового романа. Однако мужчина не подозревал, что это вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной и очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и попытается вернуть любовь бывшего благоверного. Складывается весьма оригинальный любовный треугольник. Что-то появилось. Я чувствую это в базисной чакре. Это просто изжога. Один из самых качественных хорроров за последнее время для настоящих ценителей этого жанра. Я слышу голоса. Дэниел, Сара и их сын Эрик переезжают в старый загородный дом. Супруги планируют отреставрировать жилье и перепродать, однако вскоре случается трагедия. Эрик погибает при крайне загадочных обстоятельствах. Следующей ночью отец случайно делает аудиозапись, на которой слышит голос сына. Пытаясь разобраться в происходящем, мужчина обращается за помощью к знаменитому исследователю паранормальных явлений. Эти голоса, они здесь и пытаются нам что-то сказать. Она здесь? Сара! Абсолютно потрясающая, трогательная и душевная кинолента «Залог» поведает о коллекторе по имени Тусок. Он грозный снаружи, но добрый внутри, однако работа есть работа. И он пытается взыскать долг с нелегальной эмигрантки, забрав в качестве залога ее 7-летнюю дочь Сэнни. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией дает коллектору номер дяди, который выплатит ее долг и заберет девочку. А пока Сэнни живет в квартире Тусока и его напарника, а те все больше привязываются к ребенку. О, тамбуня. Весьма атмосферная лента о временах охоты на ведьм и жестокости, царившей в тот период. Проклятие ведьмы. Времена чумы и безжалостной охоты на, как они тогда думали, виновников происходящего. Грейс теряет своего мужа, плюс ко всему ее обвиняют в ведьмовстве. Так она оказывается в руках самого безжалостного охотника на ведьм. Под пытками от нее требуют признаться в сговоре с темными силами. Однако, будучи невиновной, девушка пытается выстоять в этой неравной схватке, пока сам дьявол стремится овладеть ее разумом. Покайся, и твоя совесть будет чиста. Моя совесть и так чиста. Исповедуйся. Психологический триллер, не без греха, конечно, но с весьма любопытной идеей. Никому не говори. Сюжет строится вокруг Мэтта и Джоуи, двух юных братьев из неблагополучной семьи. Неуверенный и робкий младший брат, а старший же жестокий подражатель своему умершему непутевому отцу-алкоголику. Однажды братья совершают ограбление дома, но попадаются на глаза охраннику, который устраивает за ними погоню по лесу и проваливается в старый колодец. Теперь Мэтту и Джоуи придется решить дилемму, как поступить с пленником. Парни! Я застрял, самому мне не выбраться. Этот мужик не наша проблема. Нельзя же его бросить. Мы сперли 12,5 тысяч. Хочешь попасться? Отчаянные времена, отчаянные меры. Заткнись уже, мать твою! Нет, ты чудовище! Пожалуйста, нет! Ты еще спасибо скажешь.
Могут, знаете ли, в Поднебесной снимать фильмы и без пышного, яркого пафоса, как это обычно бывает. К тому же, если лента на реальных событиях. В общем, криминальный боевик на перегонки со временем. Детектив Джун Чен руководит оперативной группой по поимке Орла, преступной группировки, возглавляемой неуловимым Джан Суном. Раз за разом членам этой банды удается ускользнуть после ограблений. И вот наступает момент, когда банда собирается раз и навсегда залечь на дно. Успеет ли Джун Чен все-таки поймать неуловимых? Долгожданное продолжение отличного анимационного фильма 2013 года «Семейка Крудс. Новоселье» поведает о все той же первобытной семье Крудсов, не так давно вынужденных покинуть свою уютную пещеру и отправиться на поиски нового дома. Со временем они находят настоящий рай на земле, где обитает цивилизованная семья Беттерманов, которые явно превосходят главных героев на несколько ступеней эволюции. Правда, вскоре в стае возникают разногласия, однако дикая семейка и их новые друзья объединяются перед лицом общего врага. Боевой круг! Народ, вы не поверите, что я нашел! Прости, милый. Мы думали, ты хищник, который хочет нас убить. Никогда не извиняйся за эффективный боевой круг. Занимательная, простенькая комедийная драма «Коллекторша» поведает о Пэг Даль, девушке из Баффало, мечтающей получить престижное образование. Но жизнь такова, что она не может оплатить дорогостоящее обучение, поэтому девушка одалживает необходимую сумму. Вскоре, разумеется, она сталкивается с решительно настроенными коллекторами, общение с которыми приводит к неожиданным последствиям. Увидев отличную возможность для быстрого заработка, девушка решает сама попробовать свои силы в деле выбивания долгов. Настало время самой стать боссом. Всегда мысли масштабно. Масштабно? Мы стали загребать деньги. Аллилуйя! Презренный металл, сестра. У этих придурков поджилки трясутся, потому что они знают, что мы лучшие. Мы вышвырнем их из бизнеса. Это война. Любители китайского фэнтези, несомненно, оценят продолжение весьма неплохой картины 2016 года «Легенда о воюющих царствах 2. Хладнокровный пир». Чилин все еще грустит о покинувшем его учителе Сильвере, когда тот внезапно появляется в компании Лотос. Они собираются освободить из заточения своего бывшего наставника Гильгамеша, а чтобы открыть врата, им нужна помощь принцессы Юхау. Вместе герои отправляются в опасное путешествие, чтобы освободить из заточения бывшего короля и сразиться с сильнейшими убийцами этого мира. Своеобразный триллер, такая себе вариация на тему сюжета «Ключа от всех дверей». «Заклинание» поведает о преуспевающем адвокате Маркусе, который вместе с семьей на собственном небольшом самолете отправляется на похороны отца в Кентукки, но где-то над горами Апачи попадает в грозу и терпит крушение. Раненый мужчина приходит в себя в доме пожилой женщины Элоис. Она утверждает, что выходила его, но ведет себя странно, а вопросы о семье игнорирует. И что хуже всего, злоупотребляет магией худу. This is for your own good. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!